Кто-то говорит, что уже привык к тому, что происходит на дорогах, но с каждым днем убеждаешься в обратном, что привыкнуть к такому попросту нереально. В первом сюжете у нас владелец Гранта, который хотел сначала повернуть из правой полосы налево, а потом, когда у него это не получилось, начал вклиниваться перед автором. Герой видео не стал терпеть все это и уверенно тюкнул его в левую дверь. Сразу же после этого удивлению водовода не было предела, и что примечательно, он даже не стал оставаться, а тупо взял и покинул место после произошедшего. Черная тонированная иномарка до последнего двигалась в левой полосе, а потом совершенно неожиданно начало перестроение правее, не убеждаясь в том, что его пропускают. Того водителя сразу же посетили всеобъемлющие эмоции от такого поворота событий, и автор тоже не остался в стороне, приготовившись к разговорам по душам. Спустя время владелец Kia выдал очередной закидон, резко сманеврировал и нажал на тормоз, так что они слегка коснулись бамперами. После этого Киавод выдал жест пальцем и уехал, но автор догнал его, и после началась самая суматоха. Как только тонированный услышал о том, что было касание, он послал автора куда подальше и продолжил свои выкрутасы. Потом, когда они оба остановились в плотном потоке, Киавод вышел на разговор, после которого убедился в том, что касание все-таки было. И на ответ автора о том, что он попал, раз покинул место события, начал пытаться сорвать номерной знак. Но как только герой видео выскочил со своим дружком в руках, тот ретировался и сразу же прекратил. Затем они побегали и будто бы забыли под действием адреналина о том, что произошло, и по-тихому разъехались. Автор видео собрался поворачивать налево и занял для этого соответствующую полосу. В то же время другие люди, кто на что горазд, кто-то лезет через встречку, кто-то из правой полосы сразу налево. Одним из таких красавцев оказался владелец BMW, которого не впустили, и он остался крайне недоволен этим фактом. Поэтому спустя время он оказался в полосе левее и резко перестроился перед героем видео, нажав на тормоза в пол, чтобы его поучить. Но как можете заметить, тормозить автор не стал и украсил его и без того красивый бампер. После этого, пока владелец BMW бегал и нагонял эмоции, а затем и вовсе сдвинул свою машину с места, автор по-тихому и спокойно вызвал ДПС. Таксист на Солярисе придумал гениальнейший план пролезть через несколько плотных рядов машин сразу к левой полосе, которая ему нужна. Но автор не разделил его интересы и уверенно тюкнул Солярку в боковину. Сразу же после этого его водитель выбежал со шквалом всех эмоциональных фраз, которые только вспомнил в тот момент, и вывалил их на автора. В процессе их разговора по душам быстро переформатировал свою речь и начал просить автора отъехать от его машины, покинув место событий. Но автор человек не из глупых и просто тянул время до приезда ДПС. Владелец Лады изо всех сил старался влезть перед автором, не предупреждая его о своих резких маневрах включением поворотника. Такое поведение, разумеется, не понравилось герою видео, и какое-то время он его не пускал. Казалось бы, влез себе в полосу и влез, но не тут-то было, его обуяли невероятные эмоции, что он не король, которого все должны пропускать по первому зову. И нашел время на то, чтобы включить учителя. Пока автор остановился, чтобы высадить человека по правому краю дороги, тот уже успел вернуться со своего первоначального направления и приготовился, чтобы начать перекрывать дорогу. А затем и вовсе выйти на разговор, расставив руки в стороны. Кинул несколько громких фраз, а потом ушел обратно в машину, увидев, что автор не собирается с ним говорить. Но этот момент, как оказалось, раззадоривал водовода еще больше. Поэтому он решил красиво завершить всю эту тему и сделал верблюжий подарок, который сила ветра вернула ему самому же. А тут водителя черного Мерседеса не устроил тот факт, что автор на тракторе ехал недостаточно быстро. Он мог бы запросто обогнать его, ведь дорога абсолютно пустая. Но вместо этого он начал резко маневрировать перед ним, чтобы поучить. Тот, в свою очередь, сначала старался уворачиваться и терпеть, но когда понял, что мерсовод не собирается успокаиваться, сделал ему подарочек в задний бампер, после которого он запомнит, что так делать нехорошо и нужно соблюдать правила.
Автор видео заснял занимательный сюжет, в котором собралась огроменная, еле продвигающаяся пробка, и тут же появилась толпа желающих объехать ее по обочине. Но на пути обочечников встал черный внедорожник, который не позволяет им просочиться дальше. И суть в том, что вернуться обратно в поток они тоже не могут, потому что их никто не пускает. Поэтому так и продолжают себе дальше оставаться на краю дороги. А автор, глядя на все это, искренне удивляется и поддерживает того, кто их сдерживает. Очень плотное движение на трассе, и герой видео степенно едет и никого не трогает. Но тут совершенно неожиданно по обочине летит иномарка, которая сходу хотела вклиниться прямо перед ним. Автор в тот момент не захотел быть пропускальщиком и не позволил вклиниться обратно, поэтому ему пришлось дальше прорываться по обочине и продолжать следовать тому пути, который выбрал сам. Вишневый Hyundai выехал против движения на одностороннем участке дороги, и владелец вышел старательно уговаривать, чтобы его пропустили. Но автор не из тех людей, кто идет назад пятками, поэтому у него ничего не получилось, и не добившись того, что ему хочется, вернулся назад и поехал против своих желаний обратно. А тут целая гора самоуверенных водителей, которые посчитали, что движение в пробке вместе со всеми остальными участниками движения не для них. Поэтому попёрли навстречу герою видео, перекрывая проезд и искренне удивляясь, какого лешего их планы оказались нарушены и приходится возвращаться обратно. И опять то же самое место с односторонним движением, только здесь уже автор выступает в роли пешехода, которому не все равно на то, что водители едут против правил. Toyota Вот очень долго не принимал позицию того, что он нарушитель, но автор эффективно поболтал с ним, вынудив его развернуться и поехать в поисках другого пути. Со стороны владельца Kia четко видно, что есть знак «Уступи дорогу», но он просто не стал на него смотреть и выперся прямо напротив автора, чуть не умотав свою машину. А потом с уверенным видом вышел доказывать, что автор должен был тормозить, но получил четкий контраргумент, что все записано на видео и нечего мне тут выдумывать пургу, с которым он согласился и вернулся в итоге обратно.